Привет! Это Анатолий, ака Парцефаль, с подкастом «Вокруг Средиземья». Встречайте 5-й выпуск. Мы продолжаем читать «Хоббита». Сегодня у нас 2 глава, которая называется «Жареный барашек». Ням-ням-ням. В этом эпизоде мы узнаем, откуда Толкин заимствовал идею превращения троллей в камень, почему они так некультурно себя ведут и как себя чувствует Бильбо со своим новым статусом взломщика. Но в самом начале главы Бильбо просыпается и поначалу надеется, что ему все это приснилось. К сожалению, груда немытой посуды хоронит эту надежду. Ну что ж, во всяком случае можно вздохнуть с облегчением, что никакого приключения не предвидится, гномы ушли и оставили его в покое. И все же, ничего уж тут не поделаешь, он был чуточку разочарован. Это его удивило. И он моет посуду, в каком-то смысле пытаясь этим стереть свои воспоминания о вчерашней вечеринке. И тут снова возвращается Гэндальф. Его появление в этот раз не такое неожиданное, но гораздо более значимое. Потому что он практически выталкивает Бильбо за дверь, не давая ему вставить ни слова. Как ты там говорил в фильме Гэндальф, я всего лишь слегка подтолкнул твоего дядю к двери? Ну-ну. Но перед этим Бильбо читает контракт, который ему оставили гномы. Как я уже говорил, гномы живут в героическом мире, а Бильбо настаивал на том, чтобы обговорить все детали, вознаграждение, расходы и так далее. Ну что ж, получайте, мистер взломщик. Когда мы читаем контракт, его формулировки звучат почти как легкая насмешка над требованиями Бильбо. Торин и компания приветствуют взломщика Бильбо. Искренне благодарим за оказанное гостеприимство и весьма признательны за согласие оказать профессиональную помощь. Наши условия: 1/14 часть, но не более, общего дохода, если таковой будет, выплачивается сразу по получении. Возмещение дорожных издержек гарантируется в любом случае. Похороны за наш счет или за счет наших правопреемников, по мере необходимости. Особенно зловеще звучат слова о похоронах по мере необходимости, намекая на то, что если Бильбо съест дракон, необходимость в похоронах, как бы это выразиться, отпадает. Тем не менее, Бильбо не имеет возможности обсудить все это и начинает свое путешествие с гномами. И поначалу он даже наслаждается им, так как оно выглядит именно так, как он любит. Гномы рассказывали разные истории, распевали песни. Так они ехали весь день, делая, разумеется, остановки, чтобы немного перекусить. И хотя остановки эти были не столь частыми, как Бильбо того хотелось бы, он начал подумать, что в конце концов приключение это не так уж страшно. Поначалу на их пути лежали земли хоббитов, весьма благоустроенный край, населенный исключительно почтенной публикой. Дороги здесь были ухоженные, нет-нет, да попадался у обочины какой-нибудь трактир, то и дело путники встречали гномов и хоббитов, спешивших куда-то по своей надобности. Но дальше путешествие теряет элемент комфорта, сначала душевного, а потом и физического. Пошли края, где выговор у жителей был какой-то странный, и пелись песни, каких Бильбо никогда раньше не слыхал. Наконец они добрались до пустошей. Здесь никто не жил, и, разумеется, не было уже никаких трактиров, а дороги становились все хуже и хуже. Впереди замаячили мрачные холмы, поросшие густым лесом. На некоторых холмах высились устрашающего вида замки. Строили их, казалось, с самыми нехорошими намерениями. Стало как-то совсем невесело. Да и погода испортилась. Вроде бы никаких опасностей еще нет, но отсутствие комфорта заставляет Бильбо скучать по своему дому и думать, что зря он во все это ввязался. Да и гномы особо с ним не разговаривают. И это еще один элемент, омрачающий настроение Бильбо. Как уже замечал рассказчик в начале истории, Бильбо потерял уважение хоббитов из-за того, что ввязался в приключения, и он прекрасно это осознает. Страшно даже подумать, что сказал бы на все это его отец Банго. Единственное, чем Бильбо мог утешить свое задетое самолюбие, его никак нельзя было принять за гнома, поскольку он был без бороды. Но пока что он еще и уважение гномов не приобрел, поэтому он и в их компании чувствует себя лишним. То есть он не только стал чужим среди своих, он и среди чужих пока своим не стал. Тем не менее, когда происходит несчастный случай с потерей всех их провизии, а Гэндальф тоже куда-то исчезает, гномы замечают вдали огонь и быстро вспоминают, что у них есть взломщик, который может разведать ситуацию. А если что-нибудь пойдет не так,
ухнуть 2 раза филином и 1 раз совой. Если вы не знаете, как сделать такую элементарную вещь, не беспокойтесь, вы не одни. Бильбо тоже не знает. Зато хоббиты умеют бесшумно двигаться по лесу. Но совершенно бесшумно. Способностью этой они очень гордятся, поэтому Бильбо не раз презрительно фыркал по поводу шума, с которым гномы продирались через чащу. Он назвал это гномьим тарарамом. Что же он видит, когда подходит к костру? Троллей. Сомневаться не приходилось. Даже Бильбо, который мало чего видал в своей жизни, и тот сразу понял это по их грубым физиономиям, огромному росту и кривым ногам. Не говоря уже о разговорчиках, которые никак нельзя было назвать благопристойными. И сложно сказать, что беспокоит автора больше, то, как страшно они выглядят, или их разговоры, но никак не благопристойные. «Давненько не едали мы человеченки», — отозвался другой тролль. «И какого рожна эта дурья башка Вильям затащил нас в эти проклятые края? И пиво кончается, балбес ты этакий», — добавил он. Пихнул Вильяма локтем как раз в тот момент, когда тот отхлебывал из своей кружки. На это Вильям отвечает так же грубо, а затем утирается рукавом, что рассказчик комментирует: «К сожалению, тролли всегда ведут себя подобным образом». И непонятно, о чем он говорит. О том, что тролли едят человеченку, или о том, что они утираются рукавом. Речь этих троллей, во всяком случае в оригинале, пародирует кокни, акцент лондонского рабочего класса. Не со 100% точностью, но так, чтобы создать комический эффект. Толкин описывает их поведение так, что оно напоминает еще и хулиганов-школьников, что очень близко детской аудитории книги. Например, тролли грызлись, как псы, обзывали друг друга разными обидными, но, надо признать, весьма справедливыми словечками, и орали на весь лес. В конце концов они сцепились и, молотя друг друга кулаками и ногами, покатились по земле, причем едва не угодили в костер. А Том прыгал вокруг и калашматил обоих дубиной, рассчитывая, видимо, таким образом привести их в чувство. Но от этого дерущиеся, разумеется, только распалялись пуще прежнего. Что же делает Бильбо? Он вполне мог вернуться к гномам и доложить обстановку, тем самым выполнив задание. Но все же он никак не мог позволить себе вернуться к Ториновой компании с пустыми руками и несолоно хлебавши. Он как будто бы хочет доказать гномам, что он не бакалейщик, как они его с презрением назвали, и оправдать возложенное на него с неохотой доверие. Поэтому, руководимый чувством гордости, он решает блеснуть и совершить что-то, что будет соответствовать его статусу взломщика. К сожалению, взломщик он еще пока только 1-го уровня, а поэтому с кошельком, который он вздумал стащить, он не справляется, поскольку тот оснащен противоугонной системой. «И кто там?» — запищал кошелек, едва Бильбо вытащил его из кармана. Хоббит попадается в лапы к троллям, но надо заметить, что даже в такой отчаянной ситуации он находит в себе силы каламбурить. «Дяденька, пожалуйста, не нужно меня готовить. Я сам хорошо готовлю, и куда лучше, чем готовлюсь, извините за выражение». Этому ему, однако, не помогает, и когда гномы приходят разведать, что тут творится, они все попадают в плен троллей. И только своевременное вмешательство Гэндальфа спасает ситуацию. Солнце сходит, и тролли превращаются в большие валуны. Впрочем, вы, наверное, и сами знаете, что тролли должны с рассветом прятаться под землю, иначе они превратятся в камни, из которых были созданы. И это уже навсегда. Несмотря на то, что Толкин легкомысленно добавляет «как вы знаете» к описанию их окаменения, именно он, похоже, ввел этот мотив в английскую современную литературу, потому что непереносимость троллями солнечного света не встречается в современных Толкину сказках. Джон Райтлифф в своей книге «История Хоббита» отмечает, что источником вдохновения для Толкина здесь, вероятно, была одна из 2 поэм из старшей Эдды. В первой из них герои Атли и Хельги затягивают разговор с великаншей Хримгерд, которая хочет уничтожить их корабль и утопить их всех, до тех пор, пока не всходит солнце и не превращает ее в камень. Аналогичным образом в повести «Альвис Смал» карлик Альвис Всемудрый приходит в Волгаллу за обещанной невестой, но Тор задает ему вопросы до всхода солнца, после чего тот погибает. Ни одну из этих жертв Толкин не назвал бы троллем, но Якоб Гримм в своем обширном сборнике и обзоре религии и фольклора «Тевтонская мифология» отмечает многочисленные сближения и пересечения между легендами о великанах и гномах.
о чем свидетельствует само всеобъемлющее название тролль в скандинавской традиции. Горные карлики, как и великаны, могут превратиться в камень, так как они и возникли из камня. В той же книге Гримм ссылается на многочисленные легенды о том, что каменные круги эпохи неолита — это окаменевшие великаны. Действительно, одно из старых названий Стоунхенджа — «Танец великанов». И Гримм делает вывод, ссылаясь на судьбу Хримгерд: похоже, что великаны, как и гномы, имеют основания бояться дневного света. Если их застает врасплох рассвет, они превращаются в камень. Толкин, очевидно, решил не использовать этот мотив для своих гномов, но замечание Гримма о троллях как об общем описательном термине, возможно, помогает объяснить присутствие великанов в некоторых его историях. Таким образом, Толкин стоит на твердой фольклорной почве, когда его 3 тролля окаменели от солнечного света, и сильно расходится с тем, что ожидала от троллей английская публика его времени. Фактически он игнорирует или обходит стороной современную сказочную традицию в пользу возрождения древнего фольклорного поверья, которого когда-то придерживались люди, действительно верившие в существование подобных существ. То есть можно сказать, что когда перед Толкином встает выбор, он снова и снова отдает предпочтение фольклору, а не сказке, древнему поверью, а не искусственному изобретению. Кстати, надо заметить, что тролли побеждает не сила. Они становятся жертвами своей собственной жадности и сварливости. Гендальфу нужно только разжечь их ссору, а затем они будут уничтожены собственным злом. Это общий принцип произведений Толкина, и мы найдем его примеры повсюду. То, что случилось с троллями, произойдет позже и с драконом, а также с Сауроном, Голумом, Саруманом во «Властелине колец». Наши приключения на сегодня подошли к концу, но в следующий раз мы наконец-то снова вернемся в благоустроенные края, населенные исключительно почтенной публикой. И нас ждет знакомство с эльфами Ривенделла. А пока что с вами был Анатолий Акапарцфаль на прямой связи из Тролличьей рощи и других заброшенных и неприятных мест. Свои мысли, пожелания и вопросы вы можете, как обычно, прислать на адрес email info@tolkien.blog, а также в комментариях на YouTube, Spotify и в других социальных сетях. Я буду рад получить их. Подписывайтесь на каналы, ставьте лайки. Это займет всего лишь пару секунд, но будет важно для того, чтобы больше людей узнали об этом подкасте. Ваня Сулия. Попутного ветра.